Объект из состояния покоя начинает двигаться с постоянным ускорением 6 на 10 минус 3 метра за секунду в квадрате. Определите скорость через 5 минут после начала движения и какой путь прошел объект за это время. Задача известна о том, что объект начинает двигаться в состоянии покоя с ускорением а равно 6 на 10 минус 3 метра за секунду в квадрате. Время, которое он двигался, равно 5 минут. Необходимо выяснить, с какой он скоростью начал двигаться по истечении 5 минут и какое прошел расстояние. Известно, что ускорение – это разница между начальной и конечной скоростью за какое-то время. Изменение скорости за какое-то время. Пишем а равно v конечное, которое тело приобрело, минус v начальное, и делить на время t. Отсюда, поскольку начальная скорость равна нулю, начальная скорость была в состоянии покоя, можем сказать о том, что а равно v конечное делить на t. Отсюда v конечное будет равно а умножить на t. Подставив эти значения, мы можем получить, какая будет скорость, когда объект пройдет 5 минут. Давайте подставим, получим значение v конечное. v конечное равно а – это 6 на 10 минус 3 метра за секунду в квадрате. И умножить на t на 5 минут. 5 минут. Минуты и секунды – разные величины, поэтому необходимо вот эту величину привести в соответствии с секундами. Напишем 6 на 10 минус 3 метров за секунду в квадрате и умножить на 5. И вместо минут ставим количество 1 минута, это равно 60 секунд. Смотрите, у нас секунды одни сократятся, тут квадрат сократится, будет только метр за секунду, как измерение скорости. Так подставляем эти значения, получаем 6 на 10 минус 3 умножится на 300. Это уже будет метры за секунду, секунды сократили. Это будет равно 1800 на 10 минус 3 метров за секунду. Или убираем этот знак минус, то есть будет 1,8 метра за секунду. Объект двигается с ускорением 6 на 10 минус 3 метра за секунду в квадрате. Через 5 секунд будет иметь вот такую скорость. Теперь, что касается пройденного пути. Стандартная формула S равно v нулевое t плюс 1/2 at квадрат. Это путь, который проходит тело с начальной скоростью и соответствующим ускорением. Но поскольку v нулевое равно нулю, объект начал двигаться в состоянии покоя, тогда S будет равно 1/2 at квадрат. Подставим сюда эти значения. S равно 1/2 а стандартная 6 на 10 минус 3 метра за секунду в квадрате и множится на t квадрат. А t у нас 5 минут. И множим на 5 минут в квадрате. Поскольку минуты и секунды разные величины, вместо минут подставим их значение в секундах. Будет равно 1/2 6 на 10 минус 3 метров за секунду в квадрате умножить на 5 умножить на 60 секунд в квадрате. Все будем последовательно выполнять, возводя в квадрат, не забывая о том, что мы будем не только числа, но и их обозначения. Пишем 1/2 6 на 10 минус 3 метров за секунду в квадрате умножить на сколько? 5 умножить на 60 будет 300 в квадрате и умножим на секунды в квадрате. И будет равно. Теперь, как видно, вот эти значения секунды в квадрате у нас сократятся, мы получим только значение метра. Так, давайте 300 в квадрат возведем вот так. 1/2 можно записать 3, что множится на 10 минус 3. Уже будут только 1 метры, поэтому мы в самом конце поставим. Умножить на 3 в квадрате, то умножится на 100 в квадрате. Метры, естественно. Будет равно 3 на 10 минус 3. 3 в квадрате умножить на 9 и умножить на сколько? На 10 в четвертой степени метров. Здесь получается 27 минус и тут плюс на 10 метров. Получаем 270 метров. Так v равно 1,8 метров за секунду и s равно 270 метров.